Великий всем привет! Вы на канале Школа Вязания, с вами Катерина Мушин. В сегодняшнем видео мы будем вязать теплые слитки носки спицами в двух цветах, жаккардовым рисунком, резинкой сверху, с вот такой подошвой интересным платочным узором. Вяжутся они так, значит, сверху вниз. Вот. Жаккардовый рисунок очень красивый. Ленивый жаккард у нас, то есть без перетяжек. Он очень мягенький, видите, эластичный, мягкий рисунок. Вот. Значит, вязать мы будем на размер 38, но я даю 3 размера: 36, 38, 40. К примеру, у моя нога почти 39 сантиметров размером, 38,5 есть такой размер, то я вот 38 себе беру. Они очень хорошо растягиваются, видите, здесь они немножко большие, так как манекен маленький. То есть, если у вас 36, 37 размер, вы вяжете на 36, 38, 39 на 38 и так далее. Так, значит, на все размеры я набираю на окружность резинкой 20 сантиметров. Так, почему именно резинкой? Потому что оно все тянется. Вот видите, 20 сантиметров в нерастянутом виде. И все может растянуться легко до 30 сантиметров. Тянется очень хорошо резиночка. Поэтому такая окружность подходит на любой размер. Она хорошо обтягивает ножку, так что не будет ничего сползать. Здесь ширина также у нас будет одинаково для всех размеров. Разная только длина верха стопы. Мы будем вязать разную на каждый размер длину верха стопы. Соответственно, и подошва будет длиннее, так как больше здесь набирается петелек. В моем описании будет попетельно на любой из этих 3 размеров. Но вам описание подойдет только если у вас пряжа примерно такой же плотности, как у меня. Значит, у меня пряжа Naka Super Labs 25. 1/2. Смотрите, здесь у нас 100 грамм один моточек. Так, и метраж, вот 100 грамм моточек, 200 метров. То есть примерно 200-240 метров метраж вам подходит под мое описание. То есть это с Alize есть похожая пряжа, ну, слоноса и так дальше. Примерно похожую плотность вы можете взять и попетельно вязать так же, как у меня. Значит, 2 цвета у меня: серый и золотой. Номера цветов сейчас скажу: 22,64 и 102,73. Вот так. Значит, вязать я буду все спицами 3,75 миллиметров. Удобнее именно брать спицы на лес. Значит, всего я набираю 53 петли для любого размера. Вяжу высоту именно резинкой, чередую полоски. Затем перехожу к нашему основному рисунку, буквально немножко, около 3 сантиметров. Делю наши петли на 3 части и центральную часть вяжу просто вверх стопы до нужной длины. Длину все буду постепенно указывать вам для каждого размера. Затем выполняю убавление для пальчиков, подхватываю петельки по сторонам, продолжаю вязать вот нашу стопу, вот эту стопу, а затем перехожу к подошве. А кто думает, что такая подошва неудобна, посмотрите здесь сейчас, когда я ее только соединяю. Видите, она соединяется как платочная вязка. Вот. Вот эти петельки будут дальше сшиваться вместе. И, как вы видите, никакого уплотнения нет. То есть продолжение платочного узора как и на изнанке, так и с лицевой стороны. Никаких уплотнений. Поэтому такая подошва очень удобная, я ее рекомендую вам. Итак, оставляя длинный хвостик спицами, вот так, на 2 спицы я набираю петельки. Для всех размеров, вот на ширину, из ниточки такой или похожей набираем 53 петельки. Так, 53 петли набрано. Вытащить одну спицу. Начинаем вязание резинки. Значит, резинка у нас довольно большая. 8 рядов серого цвета, 2 золотого, 6 серого, 2 золотого, 8 серого. Крайнюю петельку снимаем. Резинку начинаем с изнаночной петли. 1 изнаночная, 1 лицевая. 1 изнаночная, 1 лицевая. И продолжаете вязать так до конца ряда. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая.
Так, предпоследняя у нас изнаночная и кромка также изнаночной. Вот первый ряд. Работу поворачиваем с изнаночной стороны, снять петлю. Начинаем теперь с лицевой. Одна лицевая, одна изнаночная. Лицевая, изнаночная, повторять до конца ряда. Предпоследняя лицевая, кромку вяжем изнаночной. Продолжаем вязать резинкой 1 на 1. Вот связано первые 8 рядов. Дальше 2 ряда золотой нитью. Значит, переходим на золотую нить. Таким образом всегда. Последнюю петельку, вот, когда вы будете довязывать, провязывайте новым цветом нити. Я придерживаю и провязываю последнюю петельку изнаночной золотой нитью. Работу поворачиваю и следующие 2 ряда уже ею и продолжаю вязание. Вот так можно перебросить через саму себя, и тогда следующая петля ее закрепит. Значит, снимаем петлю, вяжем 1 изнаночная, видите, стянуть, лицевая, изнаночная, лицевая, продолжайте вязать в ту сторону и возвращаетесь обратно. Так, довязываю золотым цветом, вот предпоследняя лицевая. Последнюю мы будем менять цвет нити на серый, поэтому вот так оставляем золотой. Подхватываем вверх серый и кромку вяжем серым цветом. Тяните концы. Так, новый ряд получается у нас уже серый цветом нити. Снять петлю, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Когда же вы довязываете, не меняя цвет нити, вот эту ниточку все равно желательно подтянуть. Смотрите, я вот так ее перебрасываю назад. Провязываю последнюю изнаночной, затем поворачиваю, первую снимаю и вот эту вот так лучше сразу тогда снять и ее в ту сторону. Вот. Значит, дальше вяжу по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так, что я сделала? Видите, здесь ниточка это не видно, но здесь явно видно, что она уже на ступеньку выше у нас. И так каждый раз делаем, для того, что когда мы следующие вот эти 2 ряда будем вязать золотой нитью, чтобы у нас ниточка не была отсюда, а понемножку сюда пришла. Хорошо? Всего мы выполняем вот 8, 2, 6, 2 и 8 рядов резиночкой 1 на 1. В итоге я всего получила 26 рядов резиночки. Сейчас наше изделие у высоту вот 9 сантиметров. Если нужно больше, вяжите больше. Ширина, кто сравнивает, размеры около 20 сантиметров в нерастянутом виде. Знаем, что это все резиночка, она растягивается примерно 1,5 раза. Вот. Так, дальше начинаем вязать узор. Значит, сейчас узор вяжется сначала на всех петлях, потом переходим только к верху стопы. Для перехода на узор мы переходим сразу на нашу золотую ниточку. Значит, последнюю кромку, вот она, мы должны провязать уже золотой ниточкой. Так, первый ряд узора вяжется так. Первую петлю снимаем, 3 лицевые. Лицевая 1, лицевая 2, лицевая 3. Затем ниточка за вязанием, снимаем петлю не провязанной. Повторяем 3 лицевые. Нить за вязанием, снять петлю не провязанной. 3 лицевые, снять петлю. И так вы повторяете до последних 4 петель. Так, здесь петельку снимаем, 4 петли осталось. Вяжем 3 лицевые и 1 изнаночная. Вот первый ряд схемы. Второй ряд с изнаночной стороны. Снять первую петлю. Вяжем 3 изнаночных. 1, 2, 3. Ниточка перед вязанием. Снимаем петельку. 3 изнаночных. Ниточка перед вязанием. Снять петлю. 3 изнаночных. Снять петлю, нить перед вязанием. И так до конца ряда.
Так, в конце остается 4 петли, все 4 провязываем изнаночными. Раз, два, три петли симметрии плюс кромку. Так, тоже изнаночной, но меняем цвет нити. Оставляем золотой и подхватываем серый. И серым цветом провязываем последнюю петельку. Повернуть вязание. Следующие 2 ряда будут вязаться уже нитью серого цвета. Первую петлю снимаем. Третий ряд вяжется 1 изнаночная, 1 лицевая. 1 изнаночная, 1 лицевая. Продолжаем вязать изнаночная, лицевая до конца ряда. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и так далее. Предпоследняя получается изнаночной и кромку тоже изнаночной петлей. Работу поворачиваем. 4-й ряд с изнаночной стороны, первую петлю снимаем. Все петельки выполняем изнаночными петлями. Вот так абсолютно все изнаночными вяжем до конца ряда. Последнюю кромку мы будем вязать уже нитью другого цвета. Оставляю серый, подхватываю золотой и им провязываю изнаночную кромку. Вот так, работу поворачиваем. Так, 5-6 ряды нитью золотого цвета плюс весь рисунок смещается симметрично. Значит, первую кромку снять. Раппорт узора будет 1 лицевая. Нить за вязанием снимаем петельку не провязанной, 2 лицевые. Повторяйте, 1 лицевая. Нить за вязанием снимаем петлю не провязанной, 2 лицевые. И так дальше. 1 лицевая, то есть здесь также 3 подряд между снятыми петлями. Так, в конце осталось 4 петли. 1 лицевая, нить за вязанием снять петлю и еще 1 лицевая. Это петельки симметрии. Плюс кромку вяжем изнаночной петлей. Готово. Работу поворачиваем. С изнаночной стороны первую петлю снимаем. Раппорт узора будет 1 изнаночная. Нить перед вязанием снять петлю. 2 изнаночные. Снова изнаночная. Нить перед вязанием снять петлю. 2 изнаночные. Значит, подряд 3 изнаночные между снятыми петлями. И так довязывайте до конца ряда. Так, симметрия. 1 изнаночная, нить перед вязанием снять петлю. Изнаночная и меняем цвет нити. Оставляем золотой и кромку провязываем нитью серого цвета. Так, вот. Значит, следующие 2 ряда, это 7-8 ряды, будут вязаться уже нитью серым цветом. Первую петлю снимаем. Раппорт рисунка 1 изнаночная, 1 лицевая. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Все как мы вязали с вами в 3-м ряду. Так, довязываю 7-й ряд. Вот предпоследняя изнаночная, кромка также и изнаночной петлей. Работу поворачиваем. И 8-й ряд. Первую петлю снять. Все петли выполняем изнаночными петлями до конца ряда. И, конечно же, в конце ряда последнюю петлю мы меняем цвет нити. Оставляю серый, подхватываю золотой и уже золотым цветом провязываю последнюю петлю. Кстати, вот такая получается, видите, кромка. Очень аккуратно, что с одной стороны, что с другой стороны. Значит, эти 8 рядов далее стоят в основе всей нашей работы. Здесь, смотрите, мне нужно повторить еще раз с 1 по 4 ряды. То есть, видите, 1,5 раппорта схемки. А дальше по центру все эти 8 рядов. Значит, я первые 4 ряда повторяю еще раз. И вы вяжете тоже самое, только самостоятельно. Значит, первую петлю снять. Раппорт первого ряда был 3 лицевые. Затем ниточка за вязанием, снять петлю не провязанной. Схемка полностью вот здесь. Пожалуйста, провяжите еще раз первые 4 ряда схемы. Так, значит, вот еще 4 ряда я провязала. То есть, так как первые 4 ряды повторила еще раз. 12 рядов всего у меня рисунка. Значит, общая высота сейчас 12 сантиметров. Дальше я буду вязать верх стопы. Значит, условно делим всю работу на 3 части. Мои 53 петли делятся легко как 18, 17, 18. Для удобства можно просто взять 2 маркера
и отсчитать с каждой стороны по 18 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8. Вот с этой стороны 18 петель. И также с этой. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8. 17 осталось по центру. Значит, дальше, смотрите, у нас 2 моточка. Обычно в таких слитках я вот провязываю вот эту часть и затем вяжу центр. Но тогда мне придется провязать одной ниточкой, затем второй ниточкой. Здесь получится черти что. А дальше мне все равно и одна, и другая ниточка нужно будет вот здесь. Поэтому я ниточку не трогаю, не обрезаю вообще никак. А беру вот из центра вторую ниточку. Вот так, из центра моточка. Вот раз. И вот это тоже из центра. Конечно, пока мы будем вязать вверх стопы, они у нас немножко закрутятся, перекрутятся. Ну, там совсем сантиметров 10-12. Так что мы потерпим. Значит, теперь первые 18 петель я просто переснимаю. Ниточки вот эти оставляю. Переснимаю все петельки до маркера. Вот 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Пока здесь маркер пусть останется. Так, значит, соединяю следующий цвет у нас как раз такой и продолжаю вязать в узор только эти 17 петель. Значит, придерживаем. Это будет кромка. Сейчас я провязываю лицевой, так как нам нужно перейти на вот эту ниточку. Дальше раппорт рисунка будет 3 лицевых. 1, 2, 3. Нить за вязанием снимаем петлю. 3 лицевых. Нить за вязанием снимаем петлю. Еще раз 3 лицевых. Нить за вязанием снимаем петлю. И симметрия. 3 лицевых. Последнюю перед нашим маркером вяжем изнаночной. То есть это будет как кромка. Поворачиваем вязание. С изнаночной стороны все тоже. Первую петлю снимаем, 3 изнаночных, нить перед вязанием снять петлю, 3 изнаночных, нить перед вязанием снять петлю, 3 изнаночных, нить перед вязанием снять петлю, 3 изнаночных. Последняя будет кромка. Здесь мы меняем цвет нити. Значит, я вот это уже соединила. Теперь соединяю серый цвет нити. Вот так. И провязываю кромку серым цветом. Затем эти ниточки потом стяните. Все. И так дальше продолжаю. Только на 17 петлях. Значит, первую петлю снимаем. Третий ряд у нас был 1 изнаночная, 1 лицевая. Изнаночная, лицевая. Когда немножко отвязала, вот эти концы просто стянуть. Видите? Так, изнаночная, лицевая и так дальше. Изнаночная, лицевая. Провязываем. Так, кромку тоже изнаночной. Вот. И 4-й ряд. Первую петлю снимаем, все петельки вяжем изнаночными. Значит, фактически у нас все то же самое, только 3 раппорта плюс симметрия всего на 17 петлях. То есть 3 раза меньше вязать. Так, и над последней я снова меняю цвет нити. Кромку провязываю уже золотой нитью. Первые несколько рядов нужно будет постягивать концы. И дальше все по симметрии смещаем. Снять петлю, 1 лицевая, нить за вязанием снять петлю, затем 3 лицевые, нить за вязанием снять петлю, 3 лицевые, нить за вязанием снять петлю. Так, 3 лицевые, нить за вязанием снять петлю, 1 лицевая, кромка изнаночная. Видите? Все у нас получается полностью как нужно. Значит, продолжайте вязать только центральные 17 петель. Вот так получается на центр. Всего центр нужно вязать 8,5 сантиметров для 36 размера, 10 сантиметров для 38, это мой размер, и 11,5 для 40 размера. К
примеру, у меня размер 38,5, часто 39, то я беру 38. Все хорошо будет тянуться, мне точно подойдет этот размер. Значит, вот смотрите, я провязала всего 10 сантиметров. Значит, в рядах по 1 сантиметру это каждые 4 ряда примерно. То есть, если всего, вот узор у меня раз, повторила, второй, третий, четвертый, пятый с половинкой, так, то для 36-го, соответственно, будет 5 раз, для 38-го 5 с половиной и для 40-го будет 6 раз. Так. Далее. Смотрите, вот что я говорила с ниточкой, у нас будет вот такое все, то есть они между собой путаются, но это ничего страшного. Сейчас мы можем обрезать полностью вот эту ниточку. Вот. Эту ниточку обрезаем здесь, и она остается только вот здесь, в начале ряда. Значит, дальше, смотрите, обязательно последний ряд серой нитью, когда мы вяжем все изнаночные, с другой стороны мы должны провязать все петельки лицевыми, чтобы переключиться было удобнее на платочную вязку. Значит, вот я повернула. И последний ряд довязываю, первую петельку снимаем, и остальные вяжем лицевыми петлями. Значит, это может быть в схеме или 4 или 8 ряд. Вместо изнаночных вяжете лицевыми. Так, здесь вот этот конец, чтобы зафиксировать, я вот так его перебрасываю через рабочую нить. Вот, и таким образом фиксирую. Затем буду прятать. Значит, теперь я вяжу пальчики наши. Видите, здесь у нас рубчик получился. Мы легко переходим на платочную вязку. Пальчики будут связаться платочным узором, и одновременно с каждой стороны будут убавления. Вот так, что идти. Значит, с лицевой стороны первую петлю снимаем, провязываю 2 вместе лицевой с уклоном вправо, слева направо 2 петельки провязать вместе. Далее все петли выполняю лицевыми до последних 3 петель. Так, вот 3 петли осталось. Делаем убавку влево. Переснять 2 петли, поверну правыми стеночками назад, вернуть обратно, вместе провязать лицевой за заднюю стенку. И затем кромку изнаночной. Вот. С изнаночной стороны снять первую петлю. Все петли просто вяжем лицевыми. Таким образом, за 2 ряда мы убавим по 1 петле с каждой стороны, то есть 2 петельки. Кромку изнаночной. Значит, всего я так делаю убавку, пока у меня не останется 11 петель для всех размеров. То есть для всех размеров только длину мы разную. А вот по окружности все одинаково, потому что очень хорошо оно будет растягиваться, поэтому окружность добавлять вам никуда не нужно. Так. Значит, вот вторая убавка. Первый снимаю, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, вяжу лицевыми до последних 3 петель. Вот. Переснять 2 петли, поверну правыми стеночками назад, вернуть обратно, вместе провязать лицевой за заднюю стенку, кромку изнаночной. Вот, это вторая убавка, возвращаюсь лицевыми, третью убавку, возвращаюсь лицевыми. Вот схемка. Значит, вот так получается. Всего осталось 2, 4, 6, 8, 10, 11 петель. Вот. Так, обрезать нить, оставляя небольшой хвостик. Все, отсюда ниточки убрали. Теперь у нас ниточка остались только вот здесь. Напоминаю, здесь у нас было 18 петель, здесь осталось 11, здесь также 18. Так, теперь переснимаем обратно вот эти 18 петель, чтобы начать вязание там, где было ранее. Все 18 петель переснимаю обратно на вторую спицу. Значит, смотрите, здесь я буду вязать далее уже только платочным узором, так? Но серой ниточкой я продолжаю вязать, но одну полосочку я сделала еще золотой нитью, так намного красивее, поэтому я пока ее оставляю. Значит, серым цветом
Будем вязать платочным узором. Первую петлю снимаем. Здесь еще 17 лицевых. Сразу проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Так, теперь здесь стянуть концы и набрать вдоль вот этой стороны 18 петелек для 36 размера, 20 для моего 38 и 22 для 40 размера. Чтобы хорошо стянуть полотно, набираем петельки не вот здесь начиная, а начиная вот здесь подряд у нас будет 2 серые петли. Вот эти 2 серые, это наши последние ряды. Вот из них я и начинаю набирать петельки. Вот 1, следующая серая 2, а дальше буду чередоваться. 1 золотая, 1 серая. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, так, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Вот, 20 петель я набрала. Так, далее центральные 11 провязываем лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Так, с другой стороны, также для моего размера 20, для других, соответственно, 18, 20 или 22 петли набираем. Раз, вот 2 кромки за крайнюю петельку, не помню, как говорила ли, 2, вот крайняя петелька, 3, 4 и так дальше, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И смотрите, 19 и 20 также обе будут в серых. 19 и вот в полотне, видите, когда из нее набираем, то она стягивает предыдущую петельку 20. И таким образом не будет отверстий. Так, довязываем. У нас осталось 18 петель. Из них 17 лицевых. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и кромку изнаночной. Вот. Что мы получили в результате. Видите? Вот так петельки. Всего на спицах 83 петли для 36, 87 для моего 38 или 91 для 40 размера. Так, продолжаю я вязать платочным узором. Значит, так, повернуть вязание. Снять первую петлю. Все петельки вяжем лицевыми. Продолжить вязать платочным узором всего 10 рядов. Когда 4 ряда провязаны серым цветом, переходите на золотой цвет нити. Я вот так просто последнюю, видите, петельку на ряд ниже провязываю лицевой. Будет то же самое, как будто я последнюю петлю провязала с той стороны. Так, 2 ряда вяжу нитью золотого цвета. Это туда и обратно. Так, когда довязываем, мы меняем цвет нити. Последний раз уже на серый. Так, и сразу золотую ниточку можно отрезать и убираем. Дальше довязываем все только серым цветом. Значит, еще 4 ряда я вяжу платочного узора, чтобы в сумме было 10 рядов.
Так, провязала я 10 рядов, получив таким образом здесь 5 рубчиков. Вот раз, два, три, четыре, пять. Видите? Вот этот золотой рубчик, можно сказать, золотое наша линия, получается вот так у нас красиво по контуру. Дальше следующие 10 рядов, это наша подошва, где мы будем делать убавление. Значит, убавки я распределила так. По одной убавке вот здесь, получив таким образом 2 убавки на пятки, и по 3 убавки в центр. То есть раз, два, три. Это выполняем в каждом лицевом ряду. Изнаночные ряды просто вяжем без убавления. Значит, для убавок я себе рисовала отдельно табличку. У вас она здесь будет. Так, чтобы на последней убавке у нас было 3 убавки подряд. Затем предыдущая убавка, лицевая, убавка, лицевая, убавка. А первая будет убавка 4 лицевых, убавка 4 лицевых, убавка. Вот таким образом. Остальные петельки вот здесь делим на то, что осталось, и так и вяжем. Так и определяется центр. Значит, для всех размеров центр здесь и здесь будет одинаково, а вот здесь будет или на 2 петли меньше, если это 36 размер, или на 2 петли по 2 с каждой стороны больше, если это у нас с вами 40 размер. Итак, все, табличка, все даю. Первый ряд вяжется так. Крайнюю петлю снять. Выполняем здесь убавку 2 вместе лицевой. Растянуть немножко. Слева направо 2 петельки провязываем вместе лицевой петлей. Так, по таблице 33 лицевые. Так, я первый раз считаю с вами, а затем буду просто провязывать. Хорошо? Значит, 2 петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Вот, 33 провязала. Дальше по центру выполняем одинаково для всех размеров 2 вместе лицевой, 4 лицевых. Раз, два, три, 4. Второй раз 2 вместе лицевой. Вот эта убавка идет по центру. Может быть петля в эту сторону или петля в эту сторону, так как у нас нечетное количество петель. И это будет чередоваться в ту или другую сторону. Именно поэтому мы не ставим определяющих маркеров с каждой стороны. Так, убавка есть 4 лицевых. Раз, два, три, 4. И еще раз убавка 2 вместе лицевой. Вот. Таким образом 3 убавления у нас по центру. В эту другую сторону, если здесь было 33 петли, здесь сейчас я вяжу 34 петли на одну больше. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. В конце должно всегда оставаться 3 петельки. Провязываем убавку 2 вместе лицевой и кромку изнаночной. Вот. Первый ряд убавления, обратите внимание, мы убавили 5 петель, и у нас теперь было 87 нечетное количество, а теперь осталось 82. Так. Все четные ряды, то есть ряды с изнаночной стороны, первую петлю снимаем, остальные петельки вяжем просто лицевыми. Убавлений в четных рядах мы не делаем, я довязываю лицевыми до конца ряда. Так, до последней довязала лицевыми и кромку изнаночной. Есть второй ряд. Так, третий ряд. Опять делаем убавление. Снять первую петлю. Провязываю 2 вместе лицевой с уклоном вправо.
Далее 32 лицевые, то есть 32 петельки я вот так быстренько провязываю лицевыми петлями. Вот 31, 32, 32 петли провязано. Далее 2 вместе лицевой. Теперь 3 лицевые. 1 лицевая, 2, 3. По центру 2 вместе лицевой. Вторая убавка. 3 лицевые. Лицевая 1, лицевая 2, лицевая 3. И третий раз 2 вместе лицевой. Вот снова по центру убавила 3 петельки. В другую сторону также 32 лицевые. У нас было четное количество петель после первого убавления, поэтому справа и слева количество петель одинаково сейчас. Так, в конце должно остаться 3 петли. Провязываем 2 вместе лицевой и кромку изнаночной. Вот, снова в третьем ряду равномерно убавили 5 петель. Значит, у нас теперь 77 петель. Мой размер 38. И снова нечетное количество. Так у нас будет чередоваться раз четный, раз нечетный. Четвертый ряд вяжется полностью как второй. Первый снять, остальные лицевые. Значит, так вяжем все четные ряды. Далее я их показывать не буду. Так, вяжем 5-й ряд. Первую петлю снимаем. 2 вместе лицевой. 31 лицевая. 31 петлю я провязываю лицевой. Так вот 30, 31 провязала. Дальше по центру 2 вместе лицевой, 2 лицевые, второй раз 2 вместе лицевой, 2 лицевые и третий раз 2 вместе лицевой. Так, в другую сторону 30 лицевых, здесь 31, здесь 30. В первом ряду у нас здесь было на одну больше, чем здесь, а теперь наоборот. Видите, я их так чередую. Значит, 30 лицевых. Или же вяжем лицевыми до последних 3 петель, тогда точно не ошибетесь. Когда осталось 3 петли, провязываем 2 вместе лицевой и кромку изнаночную. Готов 5-й ряд, возвращаемся в 6-й ряд. Все петельки просто лицевыми. Значит, после этого убавления у нас осталось с вами 72 петли. Так, следующий 7-й ряд. Снять первую петлю, 2 вместе лицевой, 29 лицевых. 1, 2, 3 и так дальше. 29 петель я провязываю лицевыми. Так вот провязано 29 лицевых. Далее 2 вместе лицевой, 1 лицевая. Второй раз 2 вместе лицевой, 1 лицевая. И третий раз 2 вместе лицевой. Вот 3 убавки. Видите? Так, в другую сторону сейчас тоже 29 лицевых. Провязываем лицевыми до последних 3 петель. Так, есть 29, затем 2 вместе лицевой и 1 изнаночная. Значит, это 7-й ряд. 8-й ряд с изнаночной стороны, как все изнаночные ряды, снять петлю и все лицевые провязываем без убавок. Так, следующий 9-й ряд. Первую петлю снимаем. Провязываем 2 вместе лицевой, 27 лицевых. Следующие 27 петель я провязываю лицевыми. Так, 26, 27 провязано. Здесь по центру трижды по 2 вместе лицевой. Вот 2 вместе лицевой, 1. Сразу же 2 вместе лицевой, 2. И 2 вместе лицевой, 3. Вот так подряд 3 убавки. Видите? В другую сторону 28 лицевых. Вот. 2, 3, 4 и так дальше лицевыми до последних 3 петель. 3 петли осталось. Провязываем 2 вместе лицевой
и 1 изнаночная. Значит, это 9 ряд. После него у меня осталось 62 петельки. Значит, 10 ряд мы вяжем не полностью, а только половинку. Мы должны провязать половинку петель, это 31 петлю, соответственно, чтобы отсюда начать соединять 2 стороны вместе. Итак, значит, первую снимаем и еще 30 лицевых для моего размера. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и вот 30. Так, есть. В другую сторону, если хотите пересчитать, и тоже у вас должно быть 30 лицевых. Значит, вот мы разделили петельки пополам. Теперь оставляем длинный хвостик, так чтобы хватило вот эти петельки все закрыть и сшить задний шов. И отрезаем ниточку. Значит, у нас петельки разделены пополам. И отсюда, с первой спицы, идет ниточка. Значит, ниточкой я вот так подхватываю, вот сзади наперед, вот так, вторую петельку. Точнее, первую петельку на второй спице. Так, теперь сшиваем таким образом. На первой спице первую петлю продеваю слева направо, как лицевую, и снимаю. Вторую продеваю справа налево, то есть как изнаночную, и оставляю. Стягиваю ниточку. То же самое делаю на второй спице. Первую продеваю как лицевую, слева направо, и снимаю, а вторую как изнаночную, справа налево, и оставляю. Всегда стягивайте. Эти действия повторяем. На первой спице первую теперь продеваем как лицевую, снимаем, вторую как изнаночную, оставляем. Стягиваем. На второй спице первую продеть как лицевую, снять, вторую как изнаночную, оставить. И стягиваем. Снова на первой спице первую продеть как лицевую, снять, вторую как изнаночную, оставить. На второй спице первую продеть как лицевую, снять, вторую как изнаночную, оставить. Значит, такое сшивание имитирует платочную вязку. Вот, видите? Вы никак этот шов не будете чувствовать на изнанке. Здесь также платочная вязка. Так сшиваем полностью все петельки. Вот, 1, 2 на первой спице. 1, 2 на второй спице. Смотрите, вот такой шов я получаю с лицевой стороны и вот так на изнанке, без уплотнений, как я и говорила. Очень удобный шов. Итак, осталось у меня по 2 петельки. Первую снимаю как лицевую, вторую продеваю как изнаночную, оставляю. Здесь также первую снять как лицевую, вторую продеть как изнаночную и оставить. Стягиваем, а затем по одной петли просто снимаем обе как лицевые. Вот. Все, готово, все сшили. Значит, далее сшиваем закругление пяточки и идем вверх. Значит, закругление пяточки подхватываем, вот кромки, видите? Кромки. Подхватываем вот эту внутреннюю петельку кромки, чтобы внешняя осталась здесь. Так, значит, вот 1 и 2 на одной стороне, 1 и 2 на второй стороне. Теперь смотрите, отсюда мы вывели иглу, сюда заводим, со следующей петли выводим вот так за крайнюю внутреннюю стеночку. С одной стороны
Здесь также 1 и 2 с другой стороны. Стянуть вместе. Отсюда вывели, сюда заводим, со следующей выводим иглу. Вот, отсюда вывели, теперь сюда завести иглу, со следующей кромки вывести. Вот. Продолжаем теперь вот так сшивать. Вот, видите? Такой шов тоже не получает уплотнений никаких. Значит, сшиваются абсолютно так все петельки. Здесь полностью кромки, кромки, кромки. Так вы все кромки сшиваете. 1 и 2. С одной стороны и со второй. Теперь смотрите, вот с одной и второй стороны у нас желтенькие петли, так? То мы здесь заводим, с желтой выводим. Если на этой стороне так, то и с этой стороны здесь завести и с желтой вывести. То есть смотрите, старайтесь, чтобы у вас вот эти петельки, когда соединялись, сходились вместе, так будет красивее. Вот раз. Так, последние петельки здесь и здесь. И вот так соединяем вместе. Так, отправляем на изнанку. Вот. Все готово. И теперь вывернем все в изнаночную сторону. Так, и теперь прячем вот этот остаток нити. Значит, вот так несколько раз подхватываем лицевые петельки. Вот, и спрятать. И остатки обрезать. Так. Значит, теперь будем работать с остатками остальными, что осталось у нас в носочке. Так, любую ниточку вот подхватываете. И с помощью крючка прячете. Вот так, между петельками. Вот. И отрезать. Так мы прячем все полностью хвостики. Так, теперь проверяем длину. Значит, длина стопы 38 размера, примерно 24 сантиметра. Вот здесь у нас чуть меньше, 23 сантиметра. Но остальное очень хорошо, видите, тянется. По высоте 16 сантиметров. То есть вот такая будет высота у нас. Так, всего на 2 носочка у нас ушло 88 грамм пряжи. В остатке из 100 грамм желтого осталось 80, то есть 20 грамм желтого. И в остатке осталось 28 грамм серого. Значит, вот такой у меня результат. Вот подошвы. Всем большое спасибо за просмотр. Всем до новых встреч.